Жена с дочкой еще спали. Я аккуратно закрыл за собой дверь и торопливо спустился по лестнице. Опаздывать было нельзя, ведь я теперь директор собственной фирмы. Должен соответствовать. Выйдя во двор, я уже собирался сесть в машину, но в этот момент заметил соседского мальчика, который с самого утра уже был во дворе. «Иди отсюда! Убирайся!» — кричал он на маленького лохматого щенка, который, положив возле его ног палочку, смотрел своими большими влажными глазами, наполненными любовью к этому маленькому человеку. «Отстань! Сказал!» — снова грозно закричал Гришка, замахнувшись на надоедливого щенка. Тот отскочил в сторону, все так же с надеждой глядя на мальчика. «Ты чего на него так грозно ругаешься?» — спросил я, позабыв о своей машине и направившись к нему. «Смотри, как он тебя любит, а ты...» Я присел на лавочку рядом с Гришкой. «А чего он?» — надув губы, ответил мальчик. «Не нужен он мне, дворняжка несчастная. Мне родители на день рождения породистого купят. Не то что этот». Щенок, как будто поняв, что человек им недоволен, заворчал и лег, вытянув лапы вперед и положив на них свою мордочку. «Породистого, говоришь?» Я горько ухмыльнулся, вспомнив себя в детстве. «Породистые — это хорошо. Да только уверен ли ты, что он тебя так же любить будет? Смотри, вон дождик на него капает, а он лежит и ждет, когда ты на него сердиться перестанешь». Мальчишка нахмурился, не находя, что ответить, а потом, немного подумав, добавил. «Пацаны говорят, что он беспородный. С такими только неудачники ходят. Знаешь, а ведь я в детстве так же, как ты, думал». По расширенным от удивления глазам я понял, что мой ответ Гришку заинтересовал. Мы тогда в деревне жили. Знаешь, там много всякой живности. И вот однажды ко мне такой же щенок прибился. Выбрал меня хозяином. Вот прям как он тебя сейчас. Я кивнул в сторону щенка, лежащего под мелким дождиком и послушно ожидающего своей участи. «И знаешь что?» «Что?» — нетерпеливо спросил Гришка. «А я его предал». «Как?» — лицо мальчишки вытянулось от удивления. «А вот так. До сих пор себе этого простить не могу», — признался я мальчику. «Как сейчас помню, мы с ним целыми днями напролет играли. И умный он такой был, все команды осваивал. Мальчишки мне даже завидовали одно время. Но потом вот...» «Ну что?» — подгонял меня Гришка своими вопросами, усевшись рядом на лавочку. «А потом одному мальчишке из нашей компании породистого щенка купили. У него даже и паспорт свой был, представляешь?» Гришка, глядя прямо мне в лицо, соглашаясь, кивнул головой. «Так вот, все сразу за ним бегать стали, нахваливать, завидовать. А на моего щенка больше никто и внимания не обращал, какие бы он команды ни выполнял. И даже посмеиваться начали. Дворняжка, говорили. Беспородный, как ты выразился». Я улыбнулся, взглянув на Гришку. Он уже ничего не возражал и не спрашивал, а молча слушал мой рассказ и думал о чем-то своем. И вот однажды собрались мы всей компанией на поляне за деревней. Играли, бегали, дурачились, как обычно. И тут Димка со своим породистым щенком пришел. Все опять его начали наглаживать и восхищаться, какой он красивый, умный, дорогой. Обидно мне стало, что все внимание ему. Вот я и сказал пацанам: «Смотрите, а мой новые команды выучил». А те давай смеяться, говорить, что моя дворняжка может только тявкать и блох разводить. А тут еще Лешка взял засохшую коровью лепешку и вместо палочки кинул моему Рексу, а тот и рад. Подумал, что снова с ним поиграть захотели. Подпрыгнул и поймал, будто палку ему кинули. Да так старался, что проглотил кусочек. Как начали пацаны смеяться над ним. «Фу», — говорят, «да у тебя щенок коровьими лепешками питается, значит, и ты такой же». Подтрунивать надо мной начали. Обидно мне до слез стало.
Разозлился я и кричу: «Да пошли вы!» И домой зашагал, а Рекс мой за мной побежал, не поняв, что происходит. «И ты, — говорю, — иди отсюда, не нужен мне такой пес, дворняжка несчастная». И, развернувшись, чтобы отогнать его от себя, со всего маха пнул его. Рекс аж подлетел, перевернулся в воздухе и на бок упал. А пацаны вновь смеяться начали, пальцами на нас показывая. А я до сих пор глаза этого щенка помню, как он смотрел на меня. Клянусь, он плакал тогда, но не от боли, а от понимания, что он больше мне не нужен. Глаза его были грустные, большие и влажные. «Вот, совсем как у твоего сейчас». Гришка посмотрел на меня, поджав губы. И что дальше было? А дальше всю ночь буря бушевала. Дождь лил, а ветер ветки ломал. А мой маленький Рекс неизвестно, где находился в такую погоду. Я всю ночь тогда не спал. Проклинал себя за то, что прогнал беспомощного щенка. А ведь он меня так любил. Пацанов ругал за то, что смеялись и дразнили. А потом, как только рассвело, я быстренько штаны натянул. И пока родители не видят, побежал на улицу искать друга своего, беспородного. «И что, нашел?» — с надеждой спросил Гришка. «Нашел. Да только поздно уже было. Когда я пришел на нашу поляну, он так там и лежал, прямо в луже, и не дышал совсем». «Почему не дышал?» — всхлипывая, спросил Гришка. «Он умер». «Умер», — подтвердил я, взглянув на Гришку, не обращая внимания на его слезы. Я его гладил тогда, просил прощения. Гладил и рыдал над ним. Да только он мне уже ничего не ответил. Не лизнул меня в нос, как он это обычно делал, не вилял своим хвостиком и не заглядывал в глаза. «И знаешь что?» «Что?» — вытирая слезы, переспросил Гришка. «Мне кажется, что он не от ветра или дождя умер, а от того, что я его предал». На этих словах я и сам почувствовал, как тяжелый комок подкатил к горлу. «Забавно», — подумал я. «40-летний мужик, глава фирмы, весь из себя такой важный, разрыдается сейчас на лавочке из-за детских воспоминаний». Выдавив из себя улыбку, я потрепал Гришку по волосам. «Так что, брат, не повторяй моих ошибок. Друзей ведь не из-за породы выбирают, а по зову сердца». Мальчишка соскочил с лавочки и, схватив щенка на руки, прижал к груди. «Я его никогда не предам», — решительно заявил он, все еще с мокрыми от слез глазами. «Он моим лучшим другом будет», — сообщил он и отправился в свой подъезд. А я улыбнулся. «Хороший пацан», — подумал я. Не зря я на него время потратил. Взглянул на часы. Уже почти 9. Опоздал. Хороший же я пример подаю своим сотрудникам. Но ничего, это того стоило. Ведь есть в нашей жизни вещи куда важнее карьеры и бизнеса. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.